Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. В этом видео предлагаю вам связать вот такую интересную подушку крючком. Подушка вытянутой формы, подушка-валик. Эта подушка будет и как украшение в интерьере, так как связана очень интересной техники мозаичного вязания жаккарда крючком. Будем вместе с вами вязать вот такой вот красивый узор крупных ромбов, вот с таким растительным узором внутри ромбов, как цветочек вывязан. Узор вяжется по кругу. Основная часть подушки — это труба, и две боковые части — это вот такие вот круглые мотивы. Эти мотивы я вязала в отдельном видео. Смотрите по подсказке, по ссылке в описании под видео. Там будет подробный рассказ, как связать вот такие вот круглые мотивы для боковин. Дорогие рукодельницы, прежде чем приступить к вязанию подушки, рассчитайте, сколько вам необходимо набрать петель для вязания подушки желаемого размера. Я вяжу из пряжи довольно толстой, это Alize Superlana Maxi. Здесь моточек 100 грамм, в нем 100 метров, а использую крючок номер 5. Так как я вяжу из толстой пряжи, у меня получается довольно крупный рисунок. И для подушки диаметром 15 сантиметров я набираю на 4 повторения узора. У меня раппорт узора в ширину составляет 16 петель, поэтому я набираю начальную цепочку 64 петли. Как обычно, делаем на крючке начальную петлю и далее набираю цепочку воздушных петель. Всего 64 петли. Если у вас будет пряжа тоньше, то, соответственно, плотность вязания будет другая, узор будет мельче. Поэтому, если вы хотите достаточно, или вы хотите, допустим, связать подушку шире, то набирайте количество столбиков согласно раппорту. То есть у вас количество петель начальной цепочки должно делиться на 16. Итак, я набрала начальную цепочку 64 петли. И далее, смотрите, вяжем первый ряд. Первый ряд у нас светло-голубой цвет. И провязываем этот ряд просто столбики без накида. Но вначале мы начальную цепочку замыкаем в кольцо. Выполняем соединительный столбик из первой петли. Делаем одну воздушную петлю подъема. И начиная с первой же петли провязываем столбик без накида. И далее из каждой петли начальной цепочки провязываем столбик без накида. Здесь сразу можно обвязать вот хвостик начальной цепочки, чтобы его замаскировать. Обвязываем хвостик и провязываем в первом ряду 64 столбика. Заканчиваю вязание первого ряда, и далее у нас второй ряд будет провязываться темно-синим цветом. И смотрите, по схеме точно так же мы идем. Первый ряд вот светло-голубой, второй ряд темно-синий. Именно смотрите, каким цветом подкрашен именно число. Здесь получается, что все нечетные ряды у нас будут голубым цветом, все четные ряды будут темно-синим цветом. И далее, смотрите, здесь у нас по схеме идут какие-то клеточки темно-синие, какие-то светлые, неважно. Здесь во втором ряду, если клеточки не отмечены ни крестиками, ни буковками, значит мы все петли провязываем столбиками без накида. Только если петли отмечены крестиками или буквами, вот, допустим, в третьем ряду здесь тоже вы видите какие-то клеточки разными цветами, но есть буквы. Здесь мы вяжем светлые столбики без накида. И именно там, где клеточка отмечена буквой D, то здесь мы вяжем столбик с одним накидом. Но дальше я еще на этом остановлюсь, а пока переходим к вязанию второго ряда. И здесь я довязываю столбики без накида
до начальной точки по кругу. Далее завершаю ряд. Немножко вытягиваю рабочую петлю. Далее вкалываю крючок. Вот видите, первая петля подъема. Но здесь я вкалываю крючок за вершину первого столбика с изнанки на лицевую сторону. Захватываю вот рабочую петлю и вытягиваю ее наизнанку. Затем затягиваю рабочую петлю. И далее ввожу крючок, ввожу в вязание темно-синий цвет. И делаю начальную петлю. Мне так удобно. И далее протягиваю эту начальную петельку сквозь вот рабочую петлю. Вновь подтягиваю первую петлю и делаю первую воздушную петлю уже темно-синим цветом. Голубой цвет у нас остается за вязанием. Мы нить не обрезаем, будем каждый раз протягивать к следующему ряду и менять цвета то одним, то другим цветом. И так начинаем вязать второй ряд. Второй ряд, как я и говорила, не смотрим, каким цветом покрашены клеточки. Если нету крестиков или буквок, отмечающих, что это должен быть столбик с накидом, то все столбики, все петли провязываем просто столбики без накида. И вяжем всегда столбики без накида за вторую полупетельку. За одну полупетельку вводим крючок и провязываем столбик без накида. И получается, что этот ряд просто провязываем за вторые полупетли столбики без накида. Количество столбиков у нас каждый ряд будет не одно и то же, не меняться. Заканчиваю вязать второй ряд, провязываю последний столбик без накида из второй полупетельки последнего столбика, немножко вытягиваю рабочую петлю, теперь вкалываю крючок в вершину первого столбика за 2 полупетли, захватываю вот рабочую петлю и протягиваю ее наизнанку. Теперь затягиваю вытянутую наизнанку петлю, беру нить первого цвета, голубого цвета, провязываю, немножко подтягиваю еще раз первую, вот эту вот темную нить и делаю первую петлю подъема, первую воздушную петлю. И далее уже приступаю к вязанию узора по схеме, начиная вот с первого столбика. И теперь мы берем схему и начинаем ее читать. Смотрите, третий ряд смотрим голубым цветом. Далее мы смотрим только на клеточки, отмеченные буковками. Эти клеточки отмеченные означают, что в этих местах мы провязываем столбик с одним накидом на 2 ряда ниже, то есть из полупетель первого ряда. Это ряд тоже был голубым цветом. По сути, первые 2 ряда у нас считаются как начальные ряды. И далее с третьего ряда только мы начинаем уже вязать узор. И на самом деле нам необходимо запомнить. Смотрите, считаем. Первые 2 это просто столбики без накида за вторую полупетлю. Третий это столбик с накидом. Вновь 2 столбика без накида. Получается уже 5. Шестой это столбик с одним накидом. Далее идет 5 столбиков без накида. 12 это столбик с накидом. 13, 14 столбик без накида. 15 столбик с накидом. И 16 столбик без накида. И повторяем то же самое. Вот в начале 2 столбика без накида вяжем за второй полупетельки предыдущего ряда. Далее 3 столбик с накидом. Вяжем вот из полупетельки. Получается, пропускаем темно-синий ряд и из первого ряда за свободную полупетельку провязываем столбик с одним накидом. Далее по схеме идут 2 пустых клеточки, 2 столбика без накида за вторые полупетельки. Вновь клеточка, отмеченная буквой, провязываем столбик с накидом из полупетли первого ряда. Далее идет 5 пустых клеточек, и мы провязываем 5 столбиков без накида
за вторые полупетельки. 5. Далее идет столбик с накидом. Далее 2 столбика без накида. Вновь столбик с накидом. Здесь пропускаем 2 полупетельки и из третий столбик с накидом и 1 столбик без накида. На этом вот первое повторение завершено с 1 по 16 столбик в ширину. И начинаем повторять как с первого столбика. То есть тоже 2 столбика без накида, столбик с накидом на ряд ниже. Здесь получается у нас пропуск 3 полупетельки и с 4 провязываем столбик с накидом. Вновь 2 столбика без накида и столбик с накидом на ряд, на 2 ряда ниже получается. И далее 5 столбиков без накида. В общем, вы поняли, что повторяем с 1 по 16 столбик. Всего у нас 4 повторения по кругу. И завершаем вязание этого ряда. Заканчиваю вязать третий ряд. Здесь я выполнила последний раппорт и как раз по узору довязала до начала ряда. Теперь завершаю вязание ряда точно так же, как и ранее. Через вершину первого столбика протягиваю наизнанку рабочую петлю, затем затягиваю ее. В работу беру нить темно-синего цвета, провязываю, еще подтягиваю предыдущую петлю и провязываю первую воздушную петлю. И далее смотрим по схеме. Вот 4-й ряд, темно-синий цвет. И начинаем сразу вязать с 2 столбиков с одним накидом. Затем идет 1, 2, 3, 4 пустые клеточки. Значит, это 4 столбика без накида. 2 столбика с накидом, столбик без накида, вновь 2 столбика с накидом. И так читаем и вяжем по схеме. Начинаем вязать столбики с накидом и вяжем, тоже пропускаем ряд светлый и на темной полупетельке вяжем темный столбик с накидом. Второй столбик с накидом. После 2 столбиков 4 столбика без накида и вяжем за вторые полупетельки 2, 3, 4 столбик без накида. Далее по схеме 2 столбика с накидом. Также вводим крючок ниже за полупетельку синего цвета. Второй столбик с накидом. Далее идет столбик без накида и вновь 2 столбика с одним накидом. Здесь мы пропускаем синюю полупетельку и вот на 2 свободных синих полупетельках провязываем 2 столбика с одним накидом. Получается, что у нас ряд идет провязанный из столбиков с накидом и без накида на одной высоте. И далее по схеме 4 столбика без накида, 2, 3, 4 и 1 столбик с накидом. Уже вяжем на синей полупетельке, пропуская ряд ниже. Первый раппорт завершен. Далее повторяем, начинаем повторение как с первого столбика. И здесь мы начинаем с 2 столбиков с одним накидом. Итак, вяжем. Всего у меня 4 повторения узора. Заканчиваю вязать 4-й, начинаю 5-й ряд. Завершаю 4-й ряд. Вот последний раппорт и последний столбик идет столбик с одним накидом. И провязываем его тоже на свободной полупетельке, пропуская вот светлый ряд. И завершаем ряд точно так же через вершину вот первого столбика. Протягиваем рабочую петлю
на изнанку, затягиваем петлю. Теперь берем нить светлую, провязываем, затягиваем еще раз петлю и провязываем первую воздушную петлю. И здесь получается мы начинаем вязание над центральным столбиком с одним накидом. И далее уже мы берем схему. 5-й ряд, вот он отмечен светлой клеточкой, это голубая клеточка. И далее мы видим 3 пустых клеточки, это значит 3 столбика без накида. Далее идет 2 столбика с накидом, вновь 3 пустых клеточки, это столбики без накида, столбик с накидом, 3 столбика без накида и 2 столбика с накидом. И до завершения раппорта остается 2 столбика без накида. И так повторяем. Вот на второй полупетельке провязываем первый столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Далее тоже вяжем на вот этих светлых полупетельках свободных, пропуская вот темно-синий ряд, 2 столбика с одним накидом. 1, второй столбик с одним накидом. Далее идет 3 столбика без накида и 1 столбик с накидом. Здесь между вот столбиками темного цвета видим одна вот свободная светлая полупетелька, и как раз на ней мы провязываем столбик с одним накидом. И далее идет 3 столбика без накида. За вторые полупетельки столбика предыдущего ряда вяжем 3 столбика. Вновь 2 столбика с накидом, пропуская темный ряд, на светлых полупетельках вяжем 2 столбика. И остается 2 столбика без накида до завершения первого раппорта. И начинаем новый раппорт с 3 столбиков без накида. И далее повторяем раппорт всего 4 раза. Заканчиваю вязать 5-й ряд, и здесь 2 столбика без накида в конце раппорта. Немножко вытягиваю рабочую петлю, протягиваю рабочую петлю сквозь вершину первого столбика. Всегда так завершаю ряд. Затягиваю рабочую петлю, беру нить второго цвета, провязываю, еще раз подтягиваю предыдущую нить и провязываю первую воздушную петлю. Перехожу на вязание 6-го ряда. Здесь я беру линейку, чтобы не сбиваться в прочтении схемы. Читаем 6-й ряд, темно-синий цвет, и здесь смотрим клеточки пустые или отмеченные буквами. Здесь начинается первый столбик, это столбик с накидом, отмеченный буквой, столбик без накида, пустая клетка, вновь столбик с накидом, 2 столбика без накида, 2 столбика с накидом и так далее. И начинаю вязать ряд. Здесь смотрим, чтобы вот начало вязания ряда под воздушной петлей, вот этот столбик, это сразу тот столбик, который мы должны провязать первым. И здесь провязываем столбик с накидом. Далее столбик без накида. Столбик с накидом провязали вот на полупетельке, получается, синего столбика на ряд ниже, пропустив светлый ряд. Столбик без накида вяжем всегда на столбиках предыдущего ряда за вторую полупетельку. И вновь столбик с накидом. Пропускаем светлый ряд, вот на синей свободной полупетельке вяжем столбик с накидом. Схема построена так, что при вязании столбиков с накидом мы пропускаем ряд и вяжем всегда на полупетельках того же цвета. Далее по схеме 2 столбика без накида на вторых полупетельках.
2 столбика с накидом вот на ряд ниже, на 2 свободных полупетельках темно-синего цвета. Далее после 2 столбиков идет 3 пустые клеточки, это 3 столбика без накида. Вновь 2 столбика с накидом, вновь на ряд ниже, на синих полупетельках вяжем 2 столбика с накидом. Далее 2 пустых клеточки, 2 столбика без накида. Далее завершается раппорт, столбик с накидом, и получается 16 столбик, это пустая клеточка. Столбик с накидом, вот на ряд ниже за синюю полупетельку, и столбик без накида, получается за вторую полупетельку. И начинаем повторять как с первого столбика. То есть здесь у нас идет сразу столбик с накидом на ряд ниже за синюю полупетельку, столбик без накида, столбик с накидом, 2 столбика без накида и так далее. Друзья, я надеюсь, понятно вязание по схеме жаккардового узора. И далее продолжайте вязать ряды выше, чередуя цвета и провязывая по клеточкам столбики без накида и столбики с накидом. Вяжите так до 25 ряда. С 26 ряда я покажу, как сделать переход к новому раппорту вязания повторения узора в высоту. Дорогие рукодельницы, я провязала один раппорт узора в высоту, и вы видите, что у меня связался вот ромб. То есть он полностью законченный, но узор соседних ромбов, который начинался от центра ромба, довязан до вершины, и первая половина ромба связана. И начало ряда как раз приходится на центр этого соседнего ромба. Смотрите, по схеме мы довязали до 25 ряда. 25 ряд был провязан светлой нитью. И далее мы начинаем вязать с 14 ряда. То есть мы спускаемся на половину ромба и начинаем вязание от центра ромба. То есть переходим на, считаем по схеме начало вязания с 9 столбика. То есть 14 ряд, 9 столбик, это начало вязания 26 ряда. И вот 9, 10, далее до 16 смотрим по схеме, провязываем узор. И далее после 16 столбика, вот в 14 ряду довязываем вот с 1 по 8 столбик. То есть мы вяжем те же самые 16 столбиков, только считаем от центра, так как мы начинаем вязать узор от центра ромба. Итак, вот 14 ряд, ставлю линейку, и здесь получается с 9 столбика центр это идет синим цветом, столбик с накидом. Далее 2 столбика без накида, столбик с накидом, 2 столбика без накида и 2 столбика с накидом. Здесь как раз я нахожусь на центре ромба. 1 воздушная петля, провязываю столбик с накидом. Далее точно по схеме 2 столбика без накида, столбик с накидом, вновь на ряд ниже на синей полупетельке. Так, далее 2 столбика без накида и здесь до конца 15-16 2 столбика с накидом. И как раз я, получается, довязала до
центра второго ромба. И далее перехожу на первую половину, смотрю по схеме. Здесь первый столбик пустая клеточка, столбик без накида. Далее 2 столбика с накидом. И провязываю столбик без накида на второй полупетельке, 2 столбика с накидом на ряд ниже. И вы видите, как у меня дальше выстраивается узор. Далее 2 столбика без накида, столбик с накидом и 2 столбика без накидом, то есть и доходим до центра. 2 столбика без накида, столбик с накидом, 2 столбика без накида. И начинаю уже второе повторение, как с начала ряда, со столбика с одним накидом. Вот как раз я начинаю новое повторение с центра ромба. Далее продолжаем таким образом вязать следующие ряды точно так же по схеме, начиная вязание с 9 столбика, то есть следующий 15 ряд тоже начинаем с 9 столбика считать и вязать. И так повторяем с 14 по 25 ряд. Следующее повторение тоже мы начинаем вязать с 14 ряда, но уже с первого столбика. То есть здесь мы чередуем то с центра ромба начинаем вязать, то с начала вязания ромба. И получается, что я провязываю узор жаккарда в высоту на длину подушки. В принципе, вы можете вязать любую длину подушки, но здесь я выполнила вот 3 полных ромба. Дорогие рукодельницы, показываю последний этап вязания подушки, и мне осталось закрыть вторую боковую сторону. Вот первую боковую сторону я уже закрыла. Здесь вшила мотив связанным простым жаккардовым узором. Я показывала в видео, как связать вот такой мотив. Можно вязать до любого размера. Я провязала всего 10 рядов. Всего получается в круговом ряду 60 петель, а у меня основная часть связана на 64 столбика, 64 петли, поэтому я связала всего 10 рядов, и можно сказать, количество петель совпадает и в основной части, и в торцевой части. И сейчас буду сшивать вот 2 детали. Буду сшивать вот таким вот швом валиком, напоминающим рачий шаг. По сути, это тоже рачий шаг, но вяжется он чуть по-другому. Сейчас покажу, как. И вот такая вот получается длинная подушка в форме валика. Чтобы, кстати, она приняла такую ровную форму валика, здесь у меня наполнитель синтепон от старого одеяла, тонкий синтепон, который я скрутила по диаметру подушки. Кстати, хотела точно замерить, какой получается диаметр. И получается диаметр примерно 16 сантиметров, может быть даже меньше, где-то 15 сантиметров. Конечно, так как подушка мягкая, эластичная, она может немножко растянуться в длину и поэтому уменьшится в диаметре. И сейчас приступаю к пришиванию, присоединению второй боковой стороны. Начинаю присоединение детали. Можно с любой точки начать соединять, делать шов. И вначале сквозь любую петлю мы протягиваем вот начальную петлю от боковой стороны. Далее вводим крючок вот за полупетли одной стороны и полупетли последнего ряда столбика второй стороны. Вытягиваем на крючок петлю, далее делаем крючок, крючком оборот, и затем провязываем вот такой перекрученный столбик. И повторяем:
Вводим крючок вот в полупетли следующего столбика одной детали, в полупетли следующего столбика второй детали. Здесь смотрим, не пропускаем столбики. Вытягиваем петлю на крючок, делаем крючком оборот, перекручиваем эти петли и провязываем. И вот вы видите, получается вот такой рельефный валик. Здесь можно немного ускориться. Мне кажется, такой способ проще выполнять, чем обвязку рачьим шагом. По сути, это тоже можно назвать рачьим шагом, только с другим направлением вязания. Итак, провязываю вот такой рачий шаг, шов по краю, соединяю 2 детали, и получается у меня вот такой вот рельефный рубчик, аккуратный рельефный шов. По сути, можно таким способом соединять любые мотивы при вязании крючком, если вы хотите получить вот такой рельефный рубчик. И сейчас закончу вязание и покажу, как выглядит такой шов. Заканчиваю соединение детали. Вот такой рельефный шов, рубчик получился по краю. И здесь я уже обрезала нить, вытягиваю отрезок нити через последнюю петлю и соединить здесь начало шва и завершение очень просто. Протягиваем через вот основание первой петельки и здесь через основание последней петельки. Далее этот кончик можно закрепить и замаскировать на изнанке. Здесь протянем дальше на изнанке, здесь сделаю узелок и вытяну наизнанку отрезок нити. И на этом все, подушка готова.